Виктория, ты готова? Да, Я посчитаю от 3 до 1. Ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство, где будешь считывать только истинную информацию. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве. да. Что ты видишь? Вижу такой судейский молоток. Бум! Из этого молотка вышла такая энергия а, белая. Э, Слышу, она ушла и отделилась под этого удара такая черная, как смола энергия, эта черная энергия взяла какой-то черный листок и передвигается вот так в сектор магии. А белая, как такая ленточка с руками, она считывается энергия Алуа, э, вот так вот как-то этот молоток сверху и руками так вниз и берет, а там на руки, там деточки такие, там гнездо такое, как птички маленькие и детки. И она одну деточку поднимает, девочка, а, ее за ноги тянет эта черная энергия, которая фигура это как мужская, э, э, Мгм. Вивьян. И так из-под низу, как бы из-под тишка, хватает ее за ноги и говорит там нерадивая мать в этой Мгм. черной энергии. То есть от него идет эта Мгм. энергия. Хорошо, отсоединись пока что от этого всего. Мгм. Поднимись выше. Да. На счет 3 найди эфирное тело Алоа. 1, 2, 3. Я вижу, у нее такое свечение. Но вот так вот расходится как-то. То есть сверху как будто бы не шар такой, а вот где сердце, и отсюда идет как яблочко сверху, так знаешь. А вот эта Мгм. часть как-то какая-то темная. Считывается в этой темной энергии доверие к изгнаннику. Мгм. Так, хорошо. Считай эфирное ДНК Алоа ли это. Да, это Алуа. Спроси у нее разрешения потрудиться с ней для нее. Да, она говорит, что она разрешает. И с сердца, вот отсюда такая темная идет, которая закрывает ее верхние чакры. И Мгм. отсюда же выходит вот это опять такая, как ленточка такая, с руками вот так вперед. А, И она идет по направлению вот там, где это гнездо, и она говорит, что она заключила контракт с дьяволом, но перед этим сказала, что поверила изгнаннику. Так, а какому изгнаннику она поверила? Ну, Кто он такой? идет слово какое-то намаз. Мгм. А найди этот момент, что произошло на физическом плане, когда Аллах поверила этому изгнаннику. Там какая-то много информации, и я вижу, что это свадебный ритуал, но также это в этом, который черная энергия, как смола такая, стоит Мгм. возле нее. А, Идет, что его как будто бы кто-то изгнал, а он говорит, вот эта черная энергия. Сейчас пошло мусульманский эгрегор, а перед этим информация считывалась. Ну хорошо, я сдам свою религию. Так, И кого вижу это? так,
такой шла черный камень, так информация. бух. Ну, от этого это информация, которая принадлежит этому ее мужу, с которым она этот ритуал свадебный. Имя этого мужа, приказываем отвечать. Его Как его нет, но зовут? есть энергия от него осталась. И Мгм. мусульманский эгрегор. И с правой стороны вот так, возле правой ноги, как столбик, как считывается пограничный столбик, черный такой. И там идет слово намаз в этом столбике. Что это такое? Намаз? Не знаю. Мгм. Мусульманский ритуал. Так, и как этот намаз влияет на Аллах? М, Считывается, что долговечный контракт М, на распространение души по каким-то мирам. И вот так вот, как будто бы на 10 частей вот так разделилось. Почему-то идет 10. Я вижу так. Вот. То мгм. есть, как будто бы вот Так, так раздали ее по частям. А, проявляем этот контракт Сейчас полностью. я посмотрю. Что интересно, вот это считывается как это десятиричная матрица измерений. И вот эти измерения, куда как бы части ее Мгм. распластались, и вот это одна из этих плоских частей, самая считывается душа. А вот эти, которые были, они какие-то в черных банках, вот эти 9 остальные, Мгм. их вообще не видно, они закрыты, они в черных банках, и как такие считываются девочки, вот, и в самом начале, вот это тоже, когда я ее считывала, шло, это наша девочка. И опять же здесь такая, как, как девочки, идет девочки в этих банках. И я вижу, что в этих банках Алуа, сейчас это тьму убираю, и как будто бы с такими черная повязка на глазах считывается, это угнетение. Вот это здесь она белая, но без банки. А здесь в черной банке там черная энергия, и еще чернее эта повязка, а остальные банки как будто бы вот таким хвостом, как растиражированы и тянется прямо под ноги. Духовная сущность эгрегора, она считывается коммунизма. То есть вот этот а, ислам, это и есть как коммунизм от слова коммуна, а, М, то есть потеря границ, то есть, ну, вот такая, ну, как мафия буквально считывается. так. А То это есть одно и то же. растиражирование как влияет на Аллах, на ее душу? Это связано вот с этой полосой, и я вижу вот так, у нее как будто бы вот как эта полоса идет, и как будто бы ее вот так вот разрезали. Магическое действие это как э, рассечение, разрезание души напополам, 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 потом еще напополам. То есть это потеря связи межличностной коммуникации. Так, хорошо. Вернись к этому контракту, проявляем его Да? полностью. Посмотри, что произошло на физическом плане, когда этот контракт образовался у Аллаха в пространстве. Я вижу, что там считывается, э, что как будто бы Алуа вот так во время этого ритуала, она вот так вот сжимается, уменьшается, потому что там какая-то претензия к ней идет, что она не девственница. От нее идет, я потеряла девственность, говорит мою девочку, перед решением выйти замуж. Поэтому я должна
принять его таким, какой он есть, целиком. И считывается смесь. И имеется в виду вот эту всю смесь с этими другими эгрегорами, то есть со всей этой антиматрицей. Внутренний вампир, одним словом. Так. Кем этот контракт подписал Аллах, приказывая всем сторонам проявиться и стать по старшинству? Этот человек, который проявлялся только, ну, такой жуткий черный дух в нем, он выглядит, как будто бы он лежит в этой полосе черной, вот так, как на столе Мгм. лежит. А в секторе интерферентов появляются какие-то маленькие сущности, которые выползли из этого эгрегора, с этой матрицы черной магической. Так. Там же и Вивьен, и там другие мужчины. То есть они все здесь в одном. Вот. А сущности такие маленькие, считываются грызуны. У них все только зубы такие. Я слышу угрызение совести а, Мгм. за внутреннюю проституцию. То есть у нее вот это э, как бы внутреннее э, саботирование из-за того, что это она не девственница. Мгм. Так. Посмотри условия этого контракта, на что Аллах согласилась по нему. Ну, она говорит, потерять своих девочек. Имеется в виду вот ее внутреннюю сущность, материнское начало, то есть она как мать, и считывается, что она становится вершительницей судеб своих дочерей. Вот завязывается этот родовое, это проклятие. И она буквально по этому контракту отдает своих дочерей якобы по потому, что она якобы какая-то дефективная, по Мгм. мнению этого Так. эгрегора. И она принимает его условия и подчиняется его воле. Так, на что И она еще согласилась? решает, я проститутка, она говорит, вот, я отдаю своих девочек, и это ее дочери, закрывает себя в эти банки по этому условию, отдает свое творческое, материнское начало, считывается это творение судеб, грядущих поколений и своей судьбы. Девственная Мгм. чистота ее разума. И вот она идет сразу же, что вот эта полоса, которая вот шла, это Полоса. как раз Мгм. из-за этого потеря девственного начала. Так. Есть ли еще какие-то условия этого контракта? Она говорит, разгрузить мое родовое древо, и появляется, считывается, мать-преступница. У нее на голове какая-то, как будто тюбетейка, и такая черная, и с таким глазом здесь, и такая змея, считывается, предала дочь, отдала в руки Люциферу. Это также по этому Изгнание. контракту? Он, да, да. Не, это этот контракт сформировался, а причиной была мать и какое-то изгнание. Я слышу из шалаша жизни. Мгм. Изгнание дочери из дома за преступление сексуального характера. Так, это изгнание дочери, это Подвергла кого? дочь изнасилованию. Это, Мгм. то есть мать, материнские программы как бы были основой этого контракта. Так. Не приняла дочь, отвергла. Мгм. И вот это как Так. зацепка была. Мгм. А что значит разгрузить, родовое дерево?
Алуа показывает, вот этот, что мешает, полноценной, чистоте, и Мгм. показывает, что это древо, в такой черной, магической, с субстанции, буквально все корни и половина, кроны, вот нижние ветки, это все, особенно с правой стороны, считывается как огромный такой сапог, считывается мусульманская догма. И Так. это считывается как проституция, вот этот Когда эта эгрегор. магическая субстанция появилась на родовом дереве Алоа? Что произошло на физическом плане? Это не на алуа дереве, а алуан находится на этом древе. Мгм. Одна, она как один плод, как Мгм. яблочко одно, образно говоря. А, считывается преступление рода. Она говорит, что она должна закончить преступление рода. Так, а И что это за говорит, она преступление? потеряла моих дочерей. Преступление рода, Мгм. эгрегориальная зависимость от какого-то идет какой-то то ли Махмуд, то ли какой-то пророк, Мухаммед, Махаммед, Мухаммед, по-моему. Так. Вот, Махмуд, вот так как-то звучит. Зависимость. ам, И это считывается, что это политический козырь ам, преступников Мгм. против человеческого рода. Так. Видит ли сейчас Алоа, что привело к этому контракту, что вот материнское изгнание из шалаша, как на нее повлияло? Да, видит, и она как будто бы держит сына на руках и говорит, что называет его моим спасителем, ну, ее спасителем. Держит, он как маленький ребенок и говорит, что она родила его себе. Говорит, что она его любит. Так. А что значит, что он ее спаситель? Идет информация, что он к ней относится с любовью и снисхождением, что он проявление как божественной любви внутри ее. Руководитель считывается, духовный руководитель, ну, как бы направитель, направляет ее. Но от него идет очень светлая и добрая энергия. Он вот буквально у нее вот здесь, где сердце, с правой стороны, вот как она тогда проявила эту любовь к нему, к этому ребеночку, вот это вот это а, он подсказывает ей. Вот я вижу ситуацию, он что-то находит и говорит: мама, посмотри, это на парковке было, какой-то знак. Говорит: мама, посмотри, это тебе нужно убрать. А, Говорит: мой папа говорит во мне это. И в нем такая энергия, как древняя мудрость предков. Вот. То Мгм. есть она придала вот эту древнюю мудрость предков, свою божественную душу, когда был вот этот мусульманский Ритуал? ритуал, да, Мас и она приняла вот эту догму, оно так идет, догму. То есть вот здесь произошел этот перекос. Так. Видит ли сейчас это Алоа, что произошло, когда она приняла этот намаз? Она говорит, что она вышла замуж, приняла это, потому что по изгнанию из дома. Так, И хорошо. Передай ей, что она живая, светлая душа, что она творец. И она может зайти в тот момент, когда она была изгнана матерью из своего дома, и изменить всю эту ситуацию наилучшим для нее образом, как она хочет, в соответствии с конами живой Вселенной, я если вижу, она как хочет. она, да,
просто из этого эгрегора выхватывает одну дочь, а потом вторую. У нее две дочки, да, или три? Мгм. 2. Две выхватила, вот, и поставила их вот здесь, где вход в, как бы визуально, да, а, вход к первотворцу, вот сюда. Она их Мгм. поставила и снимает вот эту черную, опять идет слово намаз, ну, выглядит как будто бы такая какая-то, как фартук, которая закрывает, черная такая, закрывает ее божественную репродуктивную сущность матери. Вот так идет. Вот. И берет с этого эгрегора, возвращает вот так на руках такую сияющую энергию, вот возвращает. А вот эти эгрегор этот мусульманский, как будто бы такие скрепки, вот так металлические, отсоединяются. И она вот так вот, буквально вот так, фу, такой черной Расчищается энергией. полностью. Это заказ себе. а, И я вижу, когда заказ себе, то есть вот это, что она приняла, не раздвоение, раздесятерение Мгм. своей личности. Вот. И в этот момент я вижу, как эта ленточка, как будто бы ее светлая частица, ам, соединяется, восстанавливается с этими, и эта банка лопнула, и вот эта девочка, которая там была, как бабочка ну, девочка-бабочка с черными крылышками. Вот. Считывается эти крылышки черные, демоническая сущность Так. антимира, то есть этого вампира внутреннего. Я передаю Аллах, что она божественная душа, человек, а это всего лишь мертвая программа. Пусть она от них отказывается, очищает, она принимает решение, ее божественное. Вот это, что было закрыто, да, как мы говорим, Мгм. неокортекс, божественная сущность человека, ее разум. И это все уходит, эта черная пелена, и вот так это ушло. И этот контракт. Мгм. И судья берет вот так, поднимает этот молоток и говорит, она согласилась добровольно. Я передаю Алуа, что она может передать а, этой судье, которая, ну, по факту, судьи служат антимиру, Мгм. эго человеческому. Пусть она примет решение по божественному союзу божественных душ, по любви и гармонии. Пусть восстановятся все коны божественной любви во всех взаимоотношениях между всеми людьми. И я вижу, как она разрывает этот контракт. Так, хорошо. Слышь, это Вивьена, с Вивьеном она, да? Р Контракт? Да, ну, разводится вот сейчас. Да, да, да. Вот, потому что, контракт как бы с этим мужем, которым принимала этот, Ну, там всем, ты говорила, мужья там да, привязаны но были. проявился, они вот так как, друг за дружкой стоят. То есть Мгм. это вот эти паттерны родовые, да. Да. Вышел Вивьен первый, как будто бы ее обнимает. Он как собирательное лицо Мгм. всех мужчин. То есть в этом Вивьене она как бы примирилась с мужской частью, а темная вот эта демоническая часть так отвернулась от этого Вивьена и уходит. Вот. Я Мгм. передаю Алуа, чтобы она очистила все ее божественное пространство, расторгла все контракты, доверять кому бы то ни было. Пусть она восстановит доверие своей божественной душе, своему истинному мудрецу, который находится в ней внутри. И она вот так говорит, я восстанавливаюсь, свою целостность. И вот так вот руками вот так провела. И вот эта темная штука, которая как бы раздваивала ее, она уходит. Мгм. И Мгм. появляется такая розовая энергия, и она такая спокойная, и такое платье, как будто бы розы, э, цветы такие, вот это все Что такое это красивое. за розовая энергия? Она такая бледная-бледная, но как розочки, розы. Считывается
факт доверия и гармонии, то есть целостности. Вот это совершенство розы э, как раз показывает совершенство гармонии нашего мира. И она стоит и смотрит, а перед ней такое вот это, как здесь было, вот так вот, вот так. То же самое, только вверх ногами. Такая, как колючка на акациях, да? Так, Вот такую что форму, это? только вот такая большая с правой стороны. Она говорит, мой договор с Люцифером. И я Мгм, вижу, что эта колючка как будто бы стоит, а верхушка так чуть-чуть нагнута, и она как бы подцепила, говорит, мою девственность. И мгм, говорит, что мать меня выгнала из-за моего ухажера. мгм. Вот этот договор с Люцифером полностью проявляем. И посмотри, что произошло на физическом плане, когда он образовался в пространстве Аллаха. В этой энергии, в этом когте, коготь или колючка, считывается вот это презрение к матери. Идет, мать меня предала. То есть отношения с матерью изначально были такие, что эти программы привели ее к нежелательной беременности, и поэтому для это нужно было программам, чтобы она чувствовала себя, я слышу, бесстыдницей. То есть вот этот зацепка для манипулятора. Мгм. Вот зацикленность этого уже идет на потере девственности. Так, что И на этом произошло? завязывается цикличность выбора мужей. Мгм. Именно на А, этом стыде. так, а когда этот договор образовался с Люцифером, что произошло на физическом плане? Она говорит, он меня бил. И я вижу, как такая энергия черная. Я не знаю, то ли ее парень бил, то ли это изнасилование было, то ли это этот дух. Потому что я духа вижу, который сверху как будто бы... Не, это он ее не бил, а любил. А, но дух в этом человеке как будто бы ее бил, потому что это сговорились так программы, ее заложенные матерью, как жертвы. То есть вот эта матрица так сработала, чтобы ее пустить по этому ложному пути. Мгм. В какой момент образовался этот договор с Люцифером? Вот когда она отдалась, я слышу, первому парню. Мгм. Что произошло в этот момент на эфирном плане? Когда она потеряла девственность, я слышу, и она какой-то листочек как бы полетел туда, в сектор интерферентов, и там опять такой рот, хап, этот листочек, считывается девственность Алоа, Мгм. предназначение Люциферу. То есть это метафоры такой, такая метафора, что в этот момент, ну, она могла там как бы а, э, полюбить парня, но если бы у нее было это по, ну, как бы по желанию, а не по программам, то ничего бы этого не было. То есть это просто идет как бы вот это заключение контракта между программами матери, то есть это родовые проклятия, вот, и Мгм. программами абьюза, я слышу, Люцифера. А Люцифер это вот это. Если разобрать, этот Люцифер, это и есть вот эта вся эгрегориальная матрица, то есть это вот эта ДНК энергии разрушительной, где там все. И эгрегоры, всякие религиозные, и материнские проклятия, и все. То есть это вот этот внутренний вампир, который чем дальше, тем вот эта структура вся утяжеляется. И я вижу там такой коготь с обратной стороны, тоже Мгм. есть такой же, считывается начало люциферианской эпохи, связь с демоническим потусторонним миром, миром живых духовных сущностей. И под прямо вот где под ногами, то есть сектор
духовных сущностей. Вот как мы стоим, да, вот на этой оси по ментальной карте. Эта ментальная карта помогает, ну, показывает это как ориентир, как полярная звезда, которая показывает, где север. Вот точно так же вот эта ось показывает духовную, воплощенную сущность вот вверху и потустороннюю, то есть ниже сознания. Это эфирные сущности подсознания, невоплощенные, нереализованные, они так и считываются, потусторонние. Мгм. А вернись к договору Да. с Люцифером. И всем сторонам этого договора я приказываю проявиться и стать по старшинству. Проявляется огромный спрут черный, и у него на ногах, там, где лапы такие, вот эти щупальцы, э, заканчиваются щупальца головами змей. Похоже на голову горгоны. Змеи такие, Что которые... это за программа, этот спрут? Оно считывается люциферианская матрица смерти. Это у них Его жизнь жизни, но жизнь у них это смерть, там все наоборот. Вот так Мгм. как в зеркале перевернуто все. Так, Это жизнь, хозяина, которая заканчивается смертью. Это, по их мнению, жизнь. хозяина этого спрута приказываю проявиться в его пространстве. Эм, Там проявляется, я вижу вот эта вынутая часть, сияющая вот эта, которая соединяет материнское и отцовское начало, женское и мужское, а, Мгм. логику и творчество вот это вот. Так. А, это ее, Алуа. Мгм. Она говорит, что она создала его своим человеческим разумом и говорит, это мой человеческий разум, но одним концом вот это, как рожки такие раздваиваются, одним концом уходит спиритуальную сущность, духовная, Мгм. соединяется с, так и звучит, Люцифером. А вторая вот так вот покрутилась, соединяется, и там словила, кто-то черный словил, человеческая сущность, Так. ам, Приказываю проявиться этой какой-то сущности. человек, который схватил как бы этот виточек, как бы такую сияющую энергию, часть алуа, принес вот здесь, с лба. А, Приказывай ему И отвечать, кто-то кто он берет, такой. черная сущность берет, раскладывает вот так, читает, просматривает. Сейчас я приказываю ему отвечать, кто это. Это какой-то человек. Так. Вижу, Кто он такой? у него этот такой черный колпак, считывается страж подсознания. М, И я вижу, что какой-то ритуал там считывается, как будто бы под дерево что-то положила. Алло, служение духом. Так, это в этот момент этот страж подсознания появился в пространстве Аллах во время А, этого ритуала? Он не появился, он проявился. Я вижу, что он в ней был, в ее эфирном теле. Я слышу в родовой памяти. И это где-то ментально, вот в правом плече, вот где-то вот здесь, на расстоянии там 30 сантиметров. Так, а Вот как этот здесь. страж подсознания влияет на Аллах? Он приказал ей предать ее дочь. Так Мгм. идет. Так, кто хозяин этого стража? Приказываю проявиться. Люцифер. И вот это кольцо замкнулось. Его ноги уходят туда, в подсознательную память а, Люцифера. Так, Источника считывается всех блюд а, на земле, каких-то блюд,
как будто бы тарелки, блюда такие на тарелках, как будто бы еда такая черная, как черви такие гнилые, которые шевелятся. И они все М, по-разному выглядят, эти блюда. Их много, вот так вот у него, этого Люцифера, вот такие блюда, как будто бы он в ресторане их раскладывал. Сейчас я посмотрю, что это за блюдо. мгм, Считываются люциферианские проекты для повиновения человеческой мудрости. И я вижу, что вот здесь, где это а, копыта, как коготь, копыта, вот это все одно и то же. И там я вижу, что сидит Алуа, и считывается, что ее заставляют вот эти кушать вот эти блюда. То есть эзотерическая ересь. Потом и там много каких-то разных сект в этих блюдах. мгм. Так, хорошо. Отсоединись от этого всего. Мгм. Вернись к этому стражу подсознания. Да. Найди, когда он впервые появился в пространстве Аллах, что произошло на физическом плане. Ну, это было еще внутриутробно. Я вижу, как она внутри матери сосет большой палец, и именно у нее появляется сознание себя физической и очень такая благоговейная, как бы, любовь и благодарность матери за то, что она ее вынашивает. И я вижу, как с материнской этой кровью черной, то есть от матери переходит ну, я слышу контакт, то есть вот именно в этот момент благодарности. Я вижу, что это повторяется точно так же, как она была якобы благодарна своему мужу, который взял ее замуж. Но это начало было вот это ложная благодарность, через которую эта точка входа вошла не только та материнская чистая энергия, которая сила рода. И там такой человек сидит, как дедушка, такой мудрец. Вот, через ее сына проявляется это, а, я слышу, мудрость веков, вот эти мудрость народа ее. То вместе с этой мудростью ее, так и слышу, веков, то есть вот этой национальной мудростью, входит вот эта ее магическая составляющая. Мгм. Вот. Вот эти М. магические ритуалы, сознание, оно так и звучит, магическое сознание Люцифера. Видит ли это сейчас Аллах? Она берет вот из своего лобика там внутри, берет вот эту и видит, что это конструкция, я слышу, пренебрежение матерью, а, материнской, матерью своей, не ее матерью, а своей материнской частью, а я слышу лобной частью материнского начала, то есть связь с своей материнской частью, потому что через материнское полушарие идет связь с божественным источником и с душой. И в этот момент она как закричит «нет!» и говорит «я не беру от тебя гадость». И опять вот это «бе», и она изрыгивает опять такую же штуку, как будто бы энергия такая магическая черная с такими волосами. Я ей передаю, чтобы она уничтожила всю эту генетическую память негативную с ее рода, с ее божественной сущности, очистила все ее поколения по всем направлениям, передала информацию всем живым душам в ее роду, и дерево застонало. М. Ожило вот это дерево и застонало. Вот эти девочки говорят: «Мама, ты пришла», и снимают из своих ножек такие черные, как сапоги, и Мгм. вышвыривают их. Я передаю Алуа, чтобы она приняла от своих родителей только то, что она должна была принять по
кодам Вселенной, по коду ее божественной души, свет, гармонию, богатство, славу, совершенство, полную любовь. А все эти черные, неживые, мертвые энергии пусть отдает матери с отцом. И пусть они передают туда, откуда они это взяли. И вот этот М, дедушка, ам, он тоже оживает и говорит таким голосом, как будто бы из преисподней. Говорит на нее: дочь моя, ты пришла вовремя. И встает, и так как будто бы то ложе, на котором он сидел, не лежал, сидел, выбрасывает. Так. А кто он такой, этот дедушка? Он считывается дух предка, Мгм. ам, родовая память совершенства. Так. А что значит Аллах пришла вовремя? Он показывает, что она распознала и показывает внутри ее, говорит, небесной чакры совершенства, творения, вот это в нижних чакрах, и показывает вот эту иглу черную. Это Мгм. как, э, ну, как коготь или как колючка от акации, вот такое имеет форму, Мгм. которая проявляется, дублируется и в голове, и потом в других местах. Он говорит, что она убрала занозу и показывает, говорит, из моего носа. И говорит, что так, я чуял неправду, но молчал. Мгм. Так. Говорит, он предал наш род Так. и показывает на этого предка. Это ее муж Александр звучит. И Мгм. говорит, он предал наш род, убил исполина. Мгм. Я передаю Алуа, чтобы она сейчас восстановила все порядки любви в ее роду, приняла все светлые души, а все темные энергии убийства, измены, вот этой духовной проституции пусть отправляет туда, откуда это все пришло, и пусть очистит сейчас себя, свою квартиру, свой дом, свой род, передаст информацию по всем поколениям об очищении. И такая ленточка, такая, как атласная какая-то, шух-шух-шух-шух-шух, странная такая, как бы Так. Что от... это за энергия? Сейчас я словила, сейчас я посмотрю. Считывается ложный путь. Она Мгм. выглядит, как будто бы идет от сектора Первотворца, и такая только такая волна, такой неестественный розовый цвет, а потом белый, а потом черный. М. Считывается, что это ложный путь. Кто хозяин этой энергии? Приказываю проявиться. Вижу такой рот, зубы и один глаз. Ам, Какой-то вампир и в секторе магии тянется туда. Так. Приказываю полностью проявиться и отвечать, кто он такой. А, Вижу, что стоит как мужчина, кто-то сгорбленный, как, знаешь, как будто бы встал вот так, чтобы тот встал на спину. Это на ком-то стоит и прибивает как бы на стену такой серый символ круглый, как будто бы с какими-то колючками, как будто бы замерзшая снежинка, символ цельнозора. И вдруг он повернулся ко мне, а это черный плащ, и вот так показывает, развернул этот плащ и показывает эту тельняшку. Илья. Называет М. себя Илья Монастырский. Так. Что он делает в пространстве Аллаха? Он говорит, что он ее закаблучивает. Так. Зачем ему это?
на нее ругается, говорит, что она стерва беспроглядная, а, что она устроила э, заколот, заговор, говорит, против его секты. Так, когда впервые появился Илья в пространстве Алло, что произошло на физическом плане? Я вижу, как эту ситуацию, которую уже она прорабатывала. Так. Вижу такой табурет, и Надя, у нее во лбу такой, как этот глаз такой же. Потому что она тоже как такую же мать имела, как и Аллуа, с такими же программами. И она берет за плечи Аллуа, и у нее такой коготь вот этот, там, где вот это Мгм. память была, и она ее вот так вот усаживает, и Алуа становится вот такая маленькая. Она усаживает на табурет, а там под табуретом именно вот эта зацепка. И в этот момент я вижу, как Илья хвать а, информацию получил, то есть подключился. А в Мгм. этот момент вижу, как Алуа как будто бы рисует, создает, я слышу, оберег цельнозора, ну, типа оберег, а на самом деле Мгм. доминанта, вот несколько раз уже звучит, доминанта, психологическая доминанта, магическое мышление. И это связано, вот укрепление вот этого разделения правого и левого полушария. А, я слышу окончание какое-то, и оно вот так пошло в сектор подписания контрактов. Окончание миров. Мгм. Так, если Алло отменяла уже эту ситуацию, то на чем она держится до сих пор в пространстве Алло, где зацепка? Я слышу на договоре с Вивьен. Тот, Потому который они что, расторгли? да, Так, а почему он еще эта ситуация еще в пространстве, если этот договор с Вианом она расторгла? потому что это нижний слой. Мгм. Это был Так, верхний видит. слой, а это духовный. То есть это был на уровне физики контракт, а это то есть она в суде, это на уровне физики, а этот же контракт имеет и духовную подоплеку, то есть выбор, я слышу, стержня. Вот это, что я говорила, это ось, стержень, то есть духовного стержня. Защита, она так и считывается. Вот эта ложь о якобы защите, а на самом деле это вот эти черные энергии, которые вампира. Но мне интересно, что это там за окончание веков. Мгм. Хорошо, смотрю. Я слышу, ну понятно, оков, веков, оков Мгм. человеческого разума, что наступает окончание эм, оков человеческого разума. Мгм. Так. А, И я вижу, что через исцеление Алуа, вижу прямо, как считывается исцеление всего народа. То есть Мгм. это как такая, а, как карточный домик. Одну карту м, как бы нажмешь, и оно поехало разрушать все, то это Мгм. наоборот. Она как, есть, ну, стала источником цепной реакции, которая исцелит всю нацию от Так. предрассудков. Я слышу коммунизма. Ну, нужно понимать, что коммунизм, фашизм, социализм — это все обозначение деструктивных эм, идеологий, религиозных и разных. То есть все то, что ведет к уничтожению человеческой целостности. Так. Вот. Видит ли Алло эту ленту в своем пространстве, этот ложный путь? Кто хозяин Да, этой ленты? да, На она чем он держится в ее пространстве? Тогда, если она хочет, то она может изменить всю эту ситуацию, очистить от всего чужеродного свое пространство.
из Я Сирии. вижу, она вот этот, символ цельнозора, он, вот так, буквально считывается, делает людей сумасшедшими. И он, то есть решение было принято один раз, но он постоянно действует до тех пор, пока не уберется, последняя зацепка. Вот, а Мгм. Алуа вот так эту конструкцию, отдает ему. Я передаю, что он, в пространстве Алуа, и он обязан принять, всю карму за насилие, за ложь и за всю ту магию, которую он, предпринимает. Пусть Алуа сделает с ним все, что хочет. Я вижу, как она буквально разбирает на опилки, считывается, на запчасти этот символ, который уже такой страшный, энергии такие серые, выглядят как энергии, проказы, так и считывается проказа, такое там, как мертвое тело, которое гниет с бактериями, с этими. Вот этот символ его такой серый, жуткий. Я передаю Алуа, пусть она отдает ему эту шпильку, пусть он его же руками это все забирает. А Мгм. кто же там стоит, подпирает его, чтобы он по- стал повыше? Какая-то коричневая Проявляем, сущность. проявляем эту сущность на свет, приказываем проявиться. А, Он вот так встал, выглядит как карлик маленький, рукава закатал, и у него такие огромные выросли страшные руки. Считывается, мастер, мастер. Кто он такой? Как мы А, его знаем? а, Щас, мастер, и у него такая, как на лбу, как просматривают эти, офтальмологи, да, чтобы Мгм. подсветить. Мгм. Этот мастер, сейчас ему приказываю называться, кто он такой. Он говорит, Илья говорит, что это его люциферианский дух. Он коричневого цвета. А этот, мастер — это способность, да, этот дух, который проникает в чужие сознания благодаря, буквально я вижу, открытым дверям, то есть сознательным решением принимать, я слышу, символ зверя начало свое. Мгм. И я Проявляем. вижу, как это вот 3 шестерки, прорисовались в этом символе цельнозора. Проявляем это все на свет, и его духа, и его этот символ, как он на самом деле влияет на людей, на наше пространство светлое. Все это проявляем и передаем всю эту информацию в пространство. Он вот это взял от Алуа и хотел, как бы на меня это перебросить. Я ему приказываю забирать к нему же. И я Мгм. говорю, что да, он говорит, что я не считываемая. Говорит вот это неприкасаемая. И шипит, как змея, говорит, что ты пришла, одна из тех, чтобы погубить нас, великих мастеров, магов, а, говорит, туземцев, что они пришли, чтобы уничтожить человечество, и проявляется в нем этот дух, как такой муравей. А, не один, а их просто полчища этих, как насекомые коричневые. Так. Говорит, орда преследователей рода человеческого, божественных душ. А почему им важно уничтожить человечество? Он говорит, что мы их пожираем, и показываются вот эти сущности с ротами, которые, жрали. Он говорит, что мы преисполнены душами святых. Показывает, я вижу этот эгрегор, где вот живот чуть ли не лопнет. У этой сущности выглядит как, я слышу, чуть.
как будто бы такой человек странный, человеческая фигура серая, с такими большими ногами, считывается лапти, вот такие какие-то, как у животного, и ручки такие худые, а живот такой огромный, а морда такая странная, серая, и такие, как какой-то лесовик, А а что живот значит, огромный. что они преследуют человечество? Идет, что они увязались а, за человеческим разумом. И буквально как будто бы вот так м, вьются, куда человек, туда и они. Так, а что, ну, что это за Говорят, что процесс они был? преградили путь к человеческому развитию. Это деградация общества, уход в небытие. То есть они следовали за человечеством от планеты к планете? А, Или что значит преследовали человечество? Я вижу нашу планету, и э, мы пришли на вашу планету, чтобы истребить вас. И он говорит, мы великие мастера, маги прошлого, вышли, ушли из небытия, воплотились в человеческих телах, чтобы создать расу извергов, Так, считай, они тут они извергать, отвергать. они Что запечатаны, закрыты на нашей планете. они имеют доступ через двери, которые люди открывают внутрь своего пространства договорами, контрактами с бесчеловеческими, человечными сущностями, потусторонней, потусторонней былью. Так, Или а они могут уйти с нашей планеты? Или они здесь закрыты? они могут уйти, они исчезнут навсегда вместе с Люцифером и выбором, и теми людьми, которые не выйдут из этого живота, они умрут все разом вместе с людьми. Они предшественники человеческого разума, отшельники, путаны. Они путаются по вселенной в поисках человеческой души. Им нужна пища, энергия богов. Они и сейчас могут путаться по Вселенной? Или они здесь, на этой планете, закрыты? Последний притон, Так, а человеческий почему? разум. Почему это последний притон? Больше нигде нет человечества? Последний разум испорчен этой как проказой. Человек выбирает, все умерло. Что это значит? Они все уничтожили. За ними пустошь, там ничего нет. То есть во всей Вселенной мы единственное человечество? Кто-то запрещает мне говорить. Хорошо, Посмотрю я, кто это. посмотри. Мне идет, что ну, это черный палец, ты не можешь это знать. Это знание этих магов. Они скрывают эту истину. Сейчас Мгм. я посмотрю. Нет, во Посмотри. Вселенной много светлого разума, но на нашей планете творится ужас.
Люди выбирают магию, ложь, ненависть. И Это наша Земля как на приколе, на этой иголке стоит. Игла смерти, преступления. мгм. Просто это карантин планеты как-то связан с ними, с этой Да, субстанцией люциферанской? да, Что означает карантин планеты? умереть разуму. Я Какому вижу, разуму? а, оно идет как перегной, перегноиться и умереть, должен умереть а, вот этот разум, скопленный на игле смерти. Вот эта матрица, этот запутанность магическая, она должна умереть. Мгм. Правильно я И она понимаю, умирает. что эта матрица сейчас только на нашей планете? Все остальные планеты нашей Вселенной свободны от этой матрицы, Свободна. Наша а карантин планета. А карантин? карантин защищает всю Вселенную от этой матрицы чужеродной. Она защищает иерархов света от разрушения тьмы. Кто хозяин этого карантина, этой энергии? Саморазвивающаяся нация богов. Тот, кто выходит победителем, тот и хозяин. Аллах хозяин. Мгм. Я, ты — это хозяева. Как мы связаны с карантином планеты? Мы живой организм, вырабатывающий гормоны счастья и любви. Мы воспроизводим энергию защиты, естественной защиты, и разрушаем эту тьму. Это раса неприкасаемых творцов, созидающей энергии. Они ничего не могут сделать. Эти мастера, туземцы, это вот эти все эзотерики, маги, вот эти все пришельцы, которые Это рассказывают про этих. представители этой иглы. Да, это вся магическая игла. То есть это все творцы по темному магическому пути, которые колят, бьют, уничтожают, причиняют боль, терзают, пожирают. Они считываются как клопы сознания человека, Мгм. потусторонние сущности, гады. Так. Можем ли мы проявить всю эту иглу чужеродную, Да, как бы, конечно. проявить ее на свет и Аллах всех достает представителей вот отсюда. И вот это так колет, как кольнуло ему просто в жопу, этому, который согнулся и на Мгм. котором стоял этот типа великий мастер Илья. Духу И этому, да? этот дух как завизжит, потому что она, когда его вот это кольнула, у него просто в тупу ему, то он завизжал и исчез. А Аллах говорит, нет родовому проклятию. И у нее вот это здесь, вот этот символ этого считывающего устройства, который они
как это имплант. Вот этот третий глаз — это имплант, это вход в человеческое сознание, это подмена естественной телепатической способности человека, естественному распознаванию лжи и истины. Мгм. Я вижу, как этот глаз у Алуа отпал и разбился, и этот черный сапог с ее ноги растоптал его, и Алуа поднимается вверх, а, и такие какие-то черные тяжи за ней потянулись, синие из сектора интерферентов, Кто находится в секторе интерферентов, приказываю проявиться. как жвачка. Такая М. энергия. Кто хозяин? Считывается липстик, как помада. А, Это там как губы, это какая-то программа. Считывается лесть, ложь. Мгм. Как эти тяжи влияют на Аллу? Они не дают ей подняться вверх, и они держат ее дочерей. Так, Материнские инстинкты, которые не дают, ну, заглушенные вот эти материнские инстинкты, искаженные. так. Кто хозяин этих тяжей, этой энергии? Приказываю проявиться. Оно вот так чуть-чуть еще держится, просто дрожит, чуть-чуть еще отпадается. Это из сектора магия. эм, Считывается доминанта разумения Люцифера. Эм, Матрица, магическое мышление, предрассудки, На уголек. чем это держится в пространстве Алло, эти тяжи? На ее сознательном вот этом неспособности распознавать вот это какое-то магическое мышление, какое-то утилизация считывается. Я передаю Алуа, что она может отпустить эти все тяжелые энергии, М. очистить, наполниться своим естественным разумом. Так, что происходит? А Алуа говорит, мы устраняем ее из себя. Я вижу, как она берет, и эти тяжи были как считывались бессмертные, такие прямо как статичные. А сейчас они вот так задрожали и стали как живые и попадали от нее и от ее дочерей. И она их забирает. И вот так отсюда забрала, вот сюда, где были эти родовые, там, где она убрала. Это подмена. То есть она потеряла дочерей, потому что были такие программы у нее. А сейчас они вернулись. Я передаю, чтобы Алуа вернула свою естественную материнскую природу, отпустила все это, вытолкнула с ее пространства, отдала карму, приказывала всем этим эгрегориальным структурам, этому Люциферу, этому Илье забирать всю его магию, и пусть она очистит все ее нейронные связи от присутствия чужеродных энергий этих пришельцев, пусть. А я вот прямо увидела, оказывается, Илья так и говорит, вот он говорит с кем-то, с каким-то мужчиной, что он ищет себе подобных, таких же пришельцев, М. путешественников по пространству и времени. И он их пособирал в кучу, чтобы уничтожать человечество, препятствовать расторжению контрактов. Мгм. М. Вот. И сейчас я э, вижу, как их ненависть к нашей планете проявляется. Вчера мне клиентка прислала видео, она новая клиентка, и там она меня хотела найти этом, в YouTube, а ей YouTube выдал Лидии этот канал. М. И клиентка пожаловалась, что это такое, говорит, как она вообще, она на нашу землю прицепила этот символ цельнозора.
А у клиентки, ну, проблемы из-за этого цельнозора, потому что психосоматика там реагирует, но она имеет ясный ум. Я посмотрела, и действительно, там вот такая планета, и она прицепила туда этого а, символа цельнозора. Ну, я ей и Интересно. написала, пусть ей на лоб прицепит, а не на нашу общую планету. Мгм. И мы сейчас все вместе проявляем волю забирать все воздействия на нашу планетарную систему, на эфирное живое тело нашей божественной планеты, нашего М. человеческого разума. Мы отказываемся вот, от этого воздействия чужеродного, магического, и призываем карму за любое насилие всей этой материнской системы Структура этой всей. Мгм. Люцифера, этой матрицы магической. Пусть забирает этот Люцифер и все его служаки, все эти приблуды, мошенники эти все, пусть забирают все воздействие и применяют к ним же. Карму никто не отменял. Мгм. И все вместе очищаем все наше личное, общее пространство, родовое пространство. Мгм. А, Посмотри, убрала ли полностью Алло эту ленту "Ложный путь" со своего пространства? Я вижу, как эти ножницы магические разрезали опять же на 10 кусков, и оно все свернулось и исчезло. То есть я вижу, Мгм. что каждая из этих матричных систем раздесятерения вела ее по, ну, как бы по отдельному пути и создавала такие помехи, буквально считывается стоячие волны в ее сознании. Я передаю Алуа, чтобы она восстановила целостность ее гармоничной, естественной природы, взяла от ее рода божественного только силу, гармонию, жизнь, процветание, все, что предназначено для нее и для ее божественного рода по конам рождения ее божественной души. А все чужеродное, все, что навязано иностранными этими агентами, инопланетными, и с других этих измерений, пусть забирают эти духовные сущности всю карму, и пусть она отправляет все то по родовым каналам туда, откуда оно пришло, и закрывает за собой все порталы. М, хорошо. Ну, посмотри, полностью ли ушел этот страж подсознания с пространства Алло. Ну, он вот так вот сделал такой реверанс и как бы петлю и ушел. Но нужно понимать, что это все создано как бы собственным разумом. То есть когда-то оно служило для защиты, но со временем превратилось в этого вампира. То есть от него просто нужно как бы разделить. Это я, Мгм. живая, божественная душа. Ну, эта формула вообще-то пришла ко мне изнутри моей мудрости. Я человек, я божественная душа. Когда я попала в матрицу перед сеансом когда-то, ну, вы это знаете, эту историю, то я задала вопрос, как мне выйти из нее, что отличает меня от этого. И мне сразу пришел ответ. Я душа, я человек, я божественная душа. А это все всего лишь чужеродные программы. Вот. Это именно было тогда, еще 4 года назад, когда Илья силу имел и вот эту магическую, и мы еще не знали, что это такое. То есть я Мгм. как бы пыталась бороться с какими-то последствиями, но я не знала, чем они там занимаются с Моной, да? Вот, потом это проявилось. Наташа первая проявила. А до этого несколько месяцев, даже полгода были какие-то очень странные проявления с людьми, с которыми я работала. Вот. И М. я очищаю все наше пространство, а Луа передаю, чтобы она очищала. И ты тоже от всего чужеродного, мертвого. Наполняем каждую мертвую частицу жизнью, гармонией, забираем все наши энергии,
А Диалуа, там идет вот ее голос, ее рода, вот где ее земля. Она вот так вот связана, она как будто бы в таком пространстве высоко над землей. А у нее такая связь идет с ее землей. И считывается она как родоначальник, вот этот весь ее древо говорит, что она начальник ее рода, родоначальник ее рода, Мгм. исполин. Так, посмотри, полностью ли расторгла Луа договор с Люцифером. А она показывает руки и говорит, у меня остался только один осколочек. И вот в этом пальце большом показывает такой маленький черный осколочек. Так. Она говорит договор на незыблемость души. Мгм. С кем она заключила этот договор? Вижу, что она стоит, как будто бы то ли велосипед какой-то, то ли мотоцикл какой-то. И что-то, какая-то ситуация там. И она договаривается, я слышу. А, с мафией, с каким-то мужчиной, мафия. И как будто бы говорит, а, ну, по-украински звучит, ув'язнення, Мгм. договор на сокрушение души. И я вижу, что такая ситуация, что она как будто бы сидит на такой, как лавка считывается, и такие двери, как в тюрьме. Мгм. Так. С кем она заключила этот договор? Да, там какой-то мужчина такой, как молодой, такой, как крепыш такой, как качок. Мгм. Считывается как мафия. А Так. представители вот этих, он тоже представитель этих эгрегориальных структур. Мгм. Так. О чем Алоа с ним договаривается? На сокрушение ее духа, говорит. Так. И на что именно она соглашается? Каковы условия этого договора? Она получает деньги какие-то. Я вижу такие пачки денег. Она получает деньги. А взамен получила вот это укол. Как, Так. ну вот это как Осколок. осколок. Он И точно как такой же черный, как коготок, или как с акации такая вот это. Ну, как коготь Мгм. такой. Да. И как Вот. он влияет на Алоа? Они привязаны друг к другу. Я вижу, от этого места у нее идет подключка бесцветная к этому человеку. То ли, э, ну, это мужчина живой, то ли Тарас, то ли вот так как-то звучит. Мгм. Так. Видит ли Алоа это? Да, Ну, если она хочет, то она может зайти в момент образования этого договора и изменить всю эту ситуацию наилучшим для нее образом, как она хочет. я вижу, как она вынимает вот эту занозу и открывает эту камеру тюремную, а, и вылетает как ангел, и вот так здесь, где этот договор был, она берет вот это такое, как считывается предназначение судьбы, и там такие как будто бы пачки денег перемешаны с такой энергией, как грязь, и она это все бросает ему. И в этот момент я увидела ее сына, у которого изо рта потянулись вот эти курицу, которую он скушал. Мгм. Я передаю Алуа, чтобы она поблагодарила сына за подсказки. Вот, и отмылась, буквально считывается, отмылась а, от этого преступного мира, от этой мафии, очистила все ее пространство и восстановила свое творческое, весь творческий потенциал. Мгм. Оно Так. звучит как ее субъективное.
реальность, а объективная, то есть внешняя, без внешнего вторжения в ее пространство. Мгм. Она Проверь говорит, я сейчас. больше не циклоп, и опять этой колючкой как бы прикладывает и отмагнитилась. О, М. она туда вот так приложила, знаешь, как э, В товары магазине? такие в Мгм. магазинах есть магнитики, Мгм. размагничивают товары. Вот она так отмагнитилась, и вот здесь засияла свет такой, и Мгм. эта вот штука из головы упала, я ей передаю, чтобы она полностью убрала этот имплант, третий глаз, чтобы она полностью восстановила свою целостность, свою неприкасаемость. Она неприкасаема. И таких людей неприкасаемых, я вижу, становится все больше и больше. И это именно те, которых эти маги не могут ни считать, ни прочитать. Они ломают черную матрицу, и эти люди, я вижу, они сломают эту матрицу Мгм. своей жизнью. Они с ней даже не борются, они просто есть и своим присутствием ломают эту матрицу. Это особый род душ, я слышу, особый род душ, Мгм. непреклонные, э, мужественные, смелые, те, которые идут до конца спасения не только своего, но и всего человечества. И они Мгм. восстанавливают дух человеческой расы. М. Хорошо. Проверь еще раз, полностью ли Луа расторгла договор с Люцифером и убрала полностью Да, ли все последствия да, она этого показывает, у договора. нее вот такая как будто книга, а это как крылья. И она Мгм. говорит, я душа. И она, когда читает эту книгу, у нее все сияние вот здесь, все сияет. Мгм. Глаза, вот это все сияет. Ага. Так. Полностью ли она убрала из своего пространства воздействие от матери, что она была изгнана из дома, шалаша? Ну, я вижу, что эта конструкция, она вот как НЛП-программирование синее. Еще есть остатки, я передаю Алуа, чтобы она полностью поменяла свое отношение, чтобы она взяла от матери, от отца только то, что принадлежит ей, божественной ее душе, соответствует конам божественного бытия, жизни, гармонии, процветания. А все остальное отправила в портал на полную утилизацию туда, откуда оно пришло. А Мгм. мать вытерла руки и уходит. Да, мать ушла. Вот заходит в тот Мгм. портал. Я передаю Алуа, чтобы она вытолкала все эти чужеродные привязки. Она божественная душа, суверенна в своем личном пространстве. Так, Она говорит, что хорошо. она восстановила кон независимости, Мгм. целостности. Мгм. Посмотри, как она сейчас выглядит. Ну, она в красивом, считывается, божественном пространстве. Открыт доступ к свершениям и к завершению, к завершению. Завершение чему? Она говорит жизненного цикла антиматрицы, вот этой темной матрицы. Мгм. Я Хорошо. поняла, посмотрела, как это так. Там вот эти люди, которые освобождаются и становятся неприкасаемыми, они станут свидетелями а, гибели этой матрицы и перехода человечества в новую фазу развития без симптомов деградации, отвержения. То есть этих отверженцев, которые вот эти путаны небесные, которые без, как непрекаянные мотаются по вселенной, чтобы уничтожать. Без этого уже будет. Мгм.
они уходят в Хорошо. небытие. Мгм. Найди, тот момент, в пространстве Алла, когда она заплатила за напитки, с Вивианом, когда встречалась. Что Да, там происходит на я эфирном вижу, что в плане? эфирном плане ее вот эта темная сущность, вот эта, ну, эта энергия, программа, посмотрела в глубину стакана, а там а, такая, как копеечка черная, считывается гнилой разврат, потянулась, то есть эти программы самоуничижения. Мгм. Так, видит ли сейчас Алла уже своим нынешним очищенным сознанием, что там произошло в тот момент? То есть она отключила свое осознание, то есть в этот момент она бы должна была бы распознать голос этого внутреннего саботажника и изменить решение. Я плачу, потому что я так хочу, а Мгм. не идти вот так на поводу этих программ. Я вижу, Алла как она действительно. берет, переворачивает этот стакан, и вот так вот хлоп, и он схлопнулся, и она отдает эту черную копеечку этому Вивиану как бы в рот, разворачивается и уходит. Я ей передаю, чтобы она очистила ее пространство, и сейчас уходит полностью вот эта заноза. Мгм. А он говорил, она заплатила за меня. Пусть полностью очищается, убирает все эти чужеродные воздействия и всех вообще чужаков, которые находятся в ее пространстве. Пускай Алла их всех Да, проявляет и убирает в свое пространство, я ей очищает, передаю, чтобы она исцеляет. энергия вот так уходит, ну, как бы восполняется, я слышу. Она просто наполняется той энергией, которую я потеряла. Я ей передаю, чтобы она закрыла все порталы утечки ее божественной энергии и вернула все себе, что ей принадлежит. Она божественный источник. И пусть она восстановит гармонию между тратами и поступлениями. То есть пусть она найдет эту золотую середину, золотое сечение и восстановит целостность и гармонию ее божественных потоков денег, здоровья, всего. И я вижу, как эта книга, которая вот так была, она как будто бы стала ее частью. Считывается восстановленная миссия, миссия восстановления. Так, Да. также Алла хотела отменить свое решение, вот это жарить лепешки на сковороде, какое-то связано с этим мусульманскими всякими. Ам, Она говорит, я ему сказала нет. Не вижу этой ситуации. Вижу, что этот мусульманский эгрегор как бы уходит. Я ей передаю, чтобы она очистила. Он почему-то считывается протестантский. Как будто бы он протестует против. М. Ну, Алла полновластная, полноправная хозяйка своего пространства, поэтому там вообще Мгм. не важно, кто протестует и не протестует. Она своей волей все очищает свое пространство Да, я от вижу, всех что этих эти остатки эгрегоров. она как бы растоптала. Вот это формирование подкаблучницы. И я ей передаю, что она не подкаблучница этих программ, а наоборот, она божественная душа, и она хозяйка ее решений. И пусть Мгм. она просканирует все ее пространство и уберет вот эти все чипы, импланты, зацепки, все эти офисы, которые обслуживают эти программы автоматические. Она принимает решения. И прямо слышу, как они так как будто бы заглохли. Мгм. Я Так, передаю Ло, хорошо. чтобы она вернула всю ее энергию с этих автоматических действий, решений. Пусть она восполнит, а все эти портальчики пусть отправляет в портал, закрывает их и восстанавливает гармонию ее всего личного пространства, передает информацию по всем Мгм. родовым каналам о своем освобождении
Хорошо. Также Аллах хотела проверить, полностью ли она, освободилась от привязок к своим мужьям. Вот этот, Маулид Бек, Ну, сейчас я вижу, что она свободна. э, Кевин, Они все были как в одном. То есть это как в одна том договоре, гроздь, который расторгли, да? да, как одна гроздь событий, Мгм. а причина была одна еще, вот это я вижу, внутриутробная материнская программа. Мгм. Вот. Эта программа еще есть в пространстве Аллаха? Нет, я просто, ты спрашиваешь, и оно ж Да, подходит, хорошо. оно ж никуда не исчезает. А, Просто также Аллах хочет передать информацию Фицджафару, чтобы он как бы не мешал ей общаться с ее дочерью. Она мама, ну, это они как бы, дочь в ее роду находится, и она имеет полное право с ней общаться. Тем более дочка тоже хочет. ну, я вижу, что она передает ему информацию, он возле нее стоит вот так, как микроб такой малюсенький. Она показывает ему эту книгу, он ее читает, и как-то, ну, он как бы, знаешь, как ходячая программа, как не человек, а как какой-то кукольный, и голова такая круглая. Говорит, что он пришел, чтобы Алуа уничтожить, то есть это его программа. Я передаю Мгм. Алуа, чтобы она все привязки убрала. Она принимает решение, и пусть эту взаимосвязь полностью разрушает между всеми ее мужчинами. Пусть она и всех простит, отпустит, выбросит, и все. Она, божественная душа, принимает решение согласно ее божественной воле. Мгм. Хорошо. Так, отсоединись Мгм. от всего. Вернись к Аллаху, Да. посмотри, как она сейчас выглядит. Ам, Энергосфера правильной формы. Я даже ее просканировала, потрогала, упругая, что-то я записала, но она как-то вот так делает. У нее такие рукава длинные. Ща. Так все быстро происходило, но я очередной раз я вот поразилась. До этого шло мне сапоги. Когда я сканировала себя, я видела сапоги. Я их и снимала, убирала, но сейчас я на физике просто их в мусорку выбросила во время сеанса. Все эти сапоги черные. Как-то у меня вот что-то шло с этими сапогами, думаю, да ну их нафиг, выкинула. Потом вот этот дедушка, этот дух предков, я помню, когда я родила сынулю, когда я его кормила, я видела на стене его отражение в таком в таком, это, такой чалме. Вот это я вспомнила, да. И вот этот первый муж, который был, этот Маулетбек, у него фамилия Жумадилов, это значит религия пятницы. Вот это я поняла. Потом этот Александр, он притащил из этого замка этот меч такой исполинский. Раньше же гиганты на это такой, ну, гигантский меч, но это действительно, это не на нормального реально, это какой-то для какого-то гиганта. И он все время пытался, хвалился, что-то пытался его поднять, и меня всех просил поднимать. Я теперь поняла, почему. Мгм. Ну и вот, ну вот это, эти блюда, вот это, на работе я же эти блюда вытирала. Ой, я там 1000 блюд я понавытирала. Я, кстати, думаю, чего-то я эти блюдца вытираю. Может, что-то, наверное, с сеансом что-то будет связано, действительно. Ну и вот, да, их 1000 блюд, я их вытираю. То есть меня там полно всякое эти самые, а меня именно поставили на эти блюдца, именно эти вытирать. Ну, Ольга вообще молодец, она меня тоже так удивила. Ну, я удивляться не чему, тут профессионализм, ну, молодец. Вот, и Виктория, вот, вы нашей высочанской вот этой такой поразительной вот этой телепатии, все прям так четко, 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 четко. Я даже думаю, так я буду записывать, так это ж так здорово. Алуа, четко, потому что это система, да? Ага, все так. Есть и сознание, то есть люди думают, что, ну, ожидают, что кто-то придет, им что-то сделает. Но если кто-то что-то сделает, это магия.
Да? Я читатель. Я Да. просто читаю ту книгу, которая написана в ну, у тебя. Твоя книга жизни. Я читаю. И я знаю, как сделать так, чтобы этого внутреннего саботажника, этого вампира внутреннего укротить. Для того, чтобы ты показала, что же там написано. Эти все сказки про минотавров и лабиринты – это как раз об этом. Это как раз о том, как нашего внутреннего целителя укрощает вот этот внутренний вампир. Мгм. Мгм. Да, вот это shadow, вот эта тень. Ага. Да, да. То есть Ага. это наша тень. То есть от нее не надо отказываться, с ней нужно работать. Да, с ней надо ее тоже надо по-своему исцелять. Да, исцелять, потому что она хранит весь наш утерянный потенциал. Если нам чего-то не хватает, это означает, что где-то оно есть, оно где-то застряло. Вот. Если шаг за шагом это все добывать, вот такие сеансы прекрасные получаются. Я просто наблюдаю. То есть мы как бы оно уже все происходит, а мы там просто как бы манифестируем. Мгм. То есть Ну, закрепляем. То есть это а, как новое решение, да? Новый опыт. а, Закрепляем. Закрепление нового опыта. ну, я дуже благодарна вам.